Доброе утро! Я сегодня решил вытащить свою задницу из своего офиса, и мы с Антоном Резников, компания Willmade. Здравствуйте. Да. С утра Антона разбудили, предложили дать интервью. Антон, слышал такую фразу от моего друга, ух ты, здесь такое эхо будет слышно, не страшно, попробую почистить, что там, как стать миллионером? Он говорит, создай IT-компанию из 50 человек. Сколько человек в компании Willmade? У нас человек 100, Ага. вот. Но даже этого недостаточно, чтобы стать миллионером. Да, нужно больше. Да. Но если ты начинаешь это с целью стать миллионером, то вряд ли у тебя что-то получится. Я работаю прямо. Есть такой бренд Антон Резников. В чем он? Или бренд компании Willmade? В чем он? Бренда Антона Резникова нету. Есть бренд компании Willmade. Это тяжелее, чем бренд собственного имени. Но так легче масштабироваться, есть что продать, есть над чем работать. Ты совмещаешь бизнес, менеджмент, триатлон, семью, путешествия, английский. Как это все удается засунуть в свою жизнь? Надо иметь очень хороших руководителей у себя под боком. Вот. Когда у тебя лучший топ-менеджмент, то в принципе времени свободного много. Ну, все равно даже там те же самые 11 тренировок в неделю засунуть. Там это получается даже у ребят, которые работают, сидят в офисе 8-10 часов в день. То есть просыпаемся рано, засыпаем поздно. Не пьем, не курим, не гуляем. В прошлый раз, когда мы встречались, у нас получилось такое небольшое, даже холиво, война. Очень понравился твой разбор компании вот Voodoo, подход, презентации. Как так научиться? Но забавно было, что я оказался прав, они обанкротились. Обанкротились? То есть в следующий раз, если нужно проверить, обанкротится компания, знаете, к кому обращаться. Обычно достаточно посмотреть на презентацию, уже становится понятно. Ага. А какие критерии? Надо чувствовать людей. Люди, которые живут своим стартапом, это видно по тому, как они говорят, как они волнуются, какие их цели. То есть они меньше говорят о цифрах и больше говорят об идее. Ага. То есть ставь не на лошадь, а ставь на жокея. Ну, типа того. Вот. Одна идея прогорит, люди поменяют концепцию, чуть-чуть бизнес-идеи и пойдут дальше. Те, которые делают ставки на деньги, они постоянно говорят о цифрах, каких-то показателях, метриках, ну, собственно, вода. Нечего. Очень интересно рассказывал, но люди не знают, вот как пришел к тому, чтобы запустить свою компанию, как запустить свой стартап, как это все начиналось. Я вообще изначально не собирался. Вот. Я долго работал в предыдущей компании на позиции Project Manager Developer. Вот. В какой-то момент понял, что надо куда-то расти. Вот. Вариантов расти внутри других компаний не было. Предложений хороших не было, вот. Поэтому пришлось стартануть. Вот там рассказывал, что тексты начинал набирать, или как пришел в IT? В IT пришел, да, с машинистки. Вот. Была отличная компания, называлась MBS, Mega Business Software. Хотел работать программистом, поставили работать машинисткой. Ну ничего, зато до сих пор печатаю слепое. Очень быстро. Да. А вот знаю, что у тебя 2 дочки, вот чему их учишь? Там, ну знаю, ты сказал, плаванию нужно учиться с молоду. Не, ну плавание это обязательно. Да. Ребята поддержат. То есть плавание, Да, вот, чему детей учишь? Да. А в жизни, если отбросить спорт, то скорее чувство ответственности. Ага, а как? Как обучить? Как научить? Как привить? Ну, есть какая-то зона ответственности, как, например, домашние задания. Вот. И не сидеть с ними, не делать. Они должны все делать сами, получать какие-то оценки, на основании этих оценок получить либо поощрение, либо наказание. Делают? Да, делают отличницы, хорошо учатся. Если не делают? Ну, если не делают, они скорее сами больше расстраиваются. Любишь ездить, любишь путешествовать. Какая страна больше всего понравилась? Ну, больше всего ездить приходится в Швецию, там большинство наших клиентов. Вот. Но недавно очень понравилась Португалия. Великолепная страна, классный климат, хорошие люди, приветливые, супер. А вот знаю, очень часто в аутсорсинге, в разработке продуктов работают с американцами, работают с европейцами, в основном работаешь со Швецией.
Да. Есть ли какие-то культурные особенности? Вот если кто-то тоже решит заняться бизнесом со шведами. Не надо, мы там уже есть. Ага. То есть уже туда идти бесполезно. Там, если маленькую компанию, тогда... Если у людей чувство вкуса, дизайна, прекрасного, можно сделать великолепный продукт, но если он выглядит хоть чуть-чуть плохо, то он там не стрельнет. Как пришел в триатлон? Триатлон через большой вес. А какой был максимальный? 104. 104. У меня максимум был 127,5. Сильно. Не, пришел, начал бегать почти, пытался привести тело в порядок. Потом товарищ стал пройти Ironman, посмотрел на YouTube фильм, по-моему, 2015 года Кона, или 2016, когда Фродено первый раз выиграл, сильно впечатлился. Показалось это невозможно, ну а раз невозможно, значит надо. Надо делать. Да. Сколько сделал Ironman? Я? Ни одного. Ни одного. А половинок? Половинок, ну, 2 под брендом Ironman и 1 местная под брендом Ironway. Когда планируешь полную дистанцию? 7 июля, Klagenfurt, Австрия. Едем туда всей командой KIT, Харьков Iron Team. 15 или 17 человек. Будет весело. У всех выиграем. Ты тренируешься с тренером Антоном, тоже твоим тезкой дистанционно. Классное имя. Да. Как удается дистанционно? Антон в одной стране, ты в другой. Как удается тренироваться? Не, мы живем там и в одной стране, большинство времени. Да нормально тренируемся, мы по пятницам встречаемся. Да. То есть Антон сбрасывает программу? Да, через тренинг PIX. Вот, есть тренировочный план на ближайшие 3 дня. По результатам этих тренировок еще на 3 дня, ну и так далее. Мне нравится. Если человек хочет заняться триатлоном, тоже набрал свои 104 или 127. Но если он набрал 104 или 127, то ему скорее стоит заняться из триатлона велоспортом и, наверное, пойти на плавание. И когда он сбросит побольше веса, тогда уже заниматься бегом. Что самый травматичный вид из всех 3 это бег. Ну интересно, что и ты с бега начинал, и я с бега начинал. Потому что бег это самое простое. То есть что тебе надо? Тебе нужно пара кроссовок и 15 минут свободного времени, чтобы хоть как-то пробежаться, хоть что-то делать, как-то шевелиться. Вот. Поэтому все начинают с бега. Но если цель серьезная, триатлон, то купите велосипед и катайтесь. Если есть парень, студент, который работает в Макдональдсе, хочет создать свой Google, ну или вот Willmade, что ему нужно делать? Цели должны быть реалистичными. Вот. Там, миллионерами мечтают быть все, или там, творцами, художниками. Но надо ставить реалистичные цели и задачи. Краткосрочные, есть глобальные цели, там, создать 2-й Google. Но надо идти к ним маленькими шагами, ставить цели на год, на 2 года. Вот, достигать их, они мотивируют, идти дальше. Услышал, что в июне полная дистанция. В июле. 7 июля. Да, 7 июля полная дистанция. Какие вот еще цели по жизни, какие амбиции, может быть, мечты? Были разные цели, семья, своя компания, триатлон. Наверное, после полной дистанции продолжать с триатлоном, дальше развивать компанию. А вот есть ли какой-то рубеж, который хочется, готов озвучить, если нужно будет убить меня? В триатлоне топ-цель это, конечно, когда-нибудь попробовать отобраться на Кона, на чемпионат мира. Не знаю, насколько это реально. Ну, как короткосрочная цель, это его сначала пробежать, на марафоне не перейти на шаг. Цель номер 2 будет выбежать из 10 часов. Будем к ней идти, если выбежим из 10 часов, будем пробовать где-нибудь отбираться, искать какие-то старты хорошие. Вот. Ты объявление, надеюсь, не пожар. А по жизни, то есть съездить в Киото? По жизни также продолжать, есть 3 основные направления, написано в Инстаграме, в принципе. Семья, работа, триатлон. В Инстаграме прописано? Да. Ну, в более шутливой форме. Но, в принципе, это как бы 3 вещи, которые меня больше всего интересуют. Семья, работа, триатлон. Да. Что-то 4-е не планируешь? Да не, оно может и есть, но зачем? То есть это ключевое. Да. Хорошо, большое спасибо. Удачи Спасибо, Никита. 7-го и удачи на Коне. Спасибо. Ну, если она когда-нибудь будет. Верю, что будет. Обратно в офисе.
Если это видео для тебя было полезно, тогда с тебя лайк. Если нет, разгроми меня в комментариях. Подписывайся на мой канал. Если ты готов к серьезным отношениям, тогда не забудь нажать на колокольчик. Спасибо тебе за то, что ты с нами. И, конечно же, до встречи в следующем видео.